Как насчет озера, чья вода превращает животных в камень прямо на берегу? Или пляжа, где на воротах ножом вырезан счетчик погибших туристов, и цифра продолжает расти? Или горы, которая однажды ночью выдохнула невидимый газ и убила 1700 человек, пока они спали? Сегодня 13 мест, где природа убивает без предупреждения, без злого умысла и без шанса на спасение. Самое страшное в конце. Нам нравится думать, что планета нейтральна, что она не выбирает жертв, не расставляет ловушки, не охотится. Но статистика говорит другое. Каждый год тысячи людей гибнут там, где все выглядит совершенно безобидно. Спокойные озера, тихие пляжи, живописные горные склоны. Никаких землетрясений, никаких ураганов. Просто обычный день, и вдруг все. Геология и физика объясняют большинство из этих мест исчерпывающе. Но чем дольше изучаешь их, тем сложнее отделаться от ощущения, что у Земли есть характер, не самый дружелюбный. Наш рейтинг открывает 13 место. Пляж Шинил, Южная Корея. Белый песок, ровные волны, легкий бриз. У входа металлические ворота с надписью на корейском. Туристы фотографируются, дети бегут к воде. Никто не смотрит на зарубки у основания ворот. А зря. Это счетчик погибших, который местные обновляют каждый сезон. Пляж Шинил, западное побережье Кореи, где приливы ведут себя непредсказуемо. Перепад уровня воды 9 метров. Это выше трехэтажного дома. Когда прилив возвращается, он не подходит плавно. Он накатывает со скоростью бегущего человека по плоскому, почти горизонтальному дну. За несколько минут уходящий на километры пляж превращается в ловушку без выхода. С 1998 по 2022 год здесь погибло более 100 человек. Большинство просто не добежали до берега. Таблички стоят, зарубки на воротах видны. Но человек смотрит на красивый пляж и не верит. 12-ю строчку занимает долина Дерту, Эфиопия. Плоская, почти лунная равнина. Под ногами кипенно-белая солевая корка, местами покрытая оранжевыми и желтыми разводами. Воздух пахнет серой и горячим металлом. Плюс 54 градуса в тени. Это самое жаркое обитаемое место на Земле. Впадина Данакиль. А Дерту – ее сердце, гидротермальная зона, где под ногами буквально кипит. Данакиль лежит на стыке 3 тектонических плит, опускается на 125 метров ниже уровня моря. Кислотные озера здесь pH около 0,5, примерно как у концентрированной серной кислоты. Гидротермальные источники 120 градусов Цельсия. Соляные колонны нарастают прямо на глазах. Местные племена Афар живут здесь тысячи лет и выработали кодекс, куда ступать, где стоять, какой цвет грунта означает смерть. За последние 20 лет несколько туристских групп провалились через тонкую корку над кипящей грязью. Некоторые исследователи полагают, что именно здесь, в кислотных лужах Данакиль, когда-то зародилась жизнь на Земле. Место, где жизнь началась, убивает с равным энтузиазмом. На 11-м месте долина реки Черной воды, Коста-Рика. Вода цвета крепкого эспрессо. Не метафора, буквально черная, почти непрозрачная. Джунгли обступают берега плотной стеной. Над водой постоянно висит легкий туман. Красиво, почти сюрреалистично, абсолютно смертельно. Река Рио-Селесте и ее притоки в провинции Алахуэла насыщены вулканическими минералами. Когда два потока смешиваются, один с высоким pH, другой с низким, вода вскипает, меняет цвет и выделяет соединения, смертельные для большинства живых организмов. Рыбы в реке нет. Местные гиды называют опасные участки «Покас-дель-Диабло» – «дьяволовы лужи». Человек, упавший в воду, получает химические ожоги уже через несколько минут. В 2018 году здесь погиб фотограф-натуралист. Потерял равновесие на скользком камне у берега. Природа здесь не злится, она просто такова. 10-ю строчку нашего рейтинга занимает мыс Пойнт-Рейс, Калифорния. Кладбище кораблей. И не из-за пиратского прошлого. С 1595 года здесь потерпело крушение более 150 судов. Причина – сочетание 3 факторов, которые невозможно предсказать заранее.
Мыс вдается в океан на 30 километров, создавая острый выступ прямо на пути морских течений. Здесь встречаются теплые и холодные воды, постоянный плотный туман, видимость падает до нуля за считанные минуты. Подводные рифы расположены непредсказуемо. Часть нанесена на карты, часть нет. Ветер меняет направление резко и без перехода, как будто кто-то щелкает выключателем. В 1982 году рыболовный траулер «Блэкфорд» разбился здесь в шторм, который длился меньше 20 минут. 8 человек погибли в 100 метрах от берега. В 2009 году береговая охрана насчитала 7 опасных инцидентов за один осенний сезон. Маяк работает с 1870 года. Корабли продолжают тонуть. На 9-м месте пляж Зима-Блу, Бразилия, штат Санта-Катарина. Прямо сейчас тысячи туристов стоят на этом пляже и фотографируют сине-зеленую воду. Мелководье кажется безопасным. Небольшие волны, песчаное дно, прозрачная вода. Местные дети плавают здесь каждый день. Раз в несколько лет происходит нечто, о чем туроператоры не пишут в буклетах. Прибрежные воды Санта-Катарины периодически накрывают цветение токсичных водорослей – красный прилив. В 2007 году выделяемый ими токсин за двое суток убил более 150 тысяч рыб. Туристы, купавшиеся в те дни, получили ожоги кожи и слизистых. В 2019 году аналогичное цветение охватило 80 километров береговой линии. Вода при этом не меняет цвет предсказуемо, иногда остается кристально-синий. Никакой таблички, никакого запаха. Местные рыбаки утверждают, за несколько часов до начала цветения чайки уходят с воды. Орнитологи это не подтверждают, но и не опровергают. 8-ю позицию занимает Мерапи, Индонезия. Вулкан, который не спит никогда. Мерапи извергается в среднем раз в 5 лет, но постоянно дымит, трясется и выбрасывает пепел даже в спокойные периоды. У подножия живут больше 3 миллионов человек. Не потому что не знают об опасности, потому что почва здесь самая плодородная в Индонезии. Вот в чем главная ловушка Мерапи. Он дает жизнь ровно в том же месте, где ее отнимает. Вулканический пепел делает землю урожайной. Рисовые поля дают 3 урожая в год. Деревни здесь существуют тысячелетиями, и каждое поколение знает, в какой-то момент придется бежать. В октябре 2010 года Мерапи выбросил столб пепла на 17 километров. Пирокластические потоки, раскаленная смесь газа и обломков, при 700 градусах, скорость 300 километров в час, прошли через деревни за считанные секунды. Погибло 353 человека. 1000 успели уйти. Не все. Местный хранитель вулкана Мбах-Марихан отказался эвакуироваться и был найден мертвым в своем доме. 83 года. Родственникам он сказал перед гибелью: «Я охраняю Мерапи 40 лет. Не брошу его сейчас». Это выбор или что-то более древнее, чем рациональное мышление? 7-ю строчку нашего рейтинга занимает озеро Натрон, Танзания. Берег покрыт каменными фигурами птиц и летучих мышей. Стоят как статуи с расправленными крыльями, в позах полета. Не скульптуры, настоящие мертвые животные, которых озеро превратило в камень. Натрон – природный резервуар с концентрацией соды и соли, при которой pH воды достигает 10,5. Для сравнения, нашатырный спирт – около 11. Температура у берегов – около 60 градусов. Гидротермальные источники подогревают снизу. Любое животное, упавшее в воду, погибает быстро. Затем соединения натрия пропитывают мягкие ткани. Тело становится похожим на известняк. В 2013 году фотограф Ник Брандт опубликовал серию снимков каменных птиц с берегов Натрона. Ученые объяснили процесс. Минерализация после гибели – ничего сверхъестественного. Но тогда почему их так много? Орнитологи зафиксировали. Мигрирующие птицы ориентируются на блеск воды сверху. Натрон отражает небо почти как зеркало. Птицы видят небо там, где смерть, и летят прямо в него. Их убивает иллюзия. Не умысел.
6 место. Зона молний Кататумбо, Венесуэла. Место на Земле, где молния бьет 280 ночей в году. Не в разные точки. В одну зону над устьем реки Кататумбо, где она впадает в озеро Маракайбо. С берегов видно, как небо над горизонтом непрерывно вспыхивает с наступлением темноты. Венесуэльские моряки называли это маяком Маракайбо, ориентировались по нему в море еще в 16 веке. Не метафора и не легенда. От 20 тысяч до 35 тысяч разрядов за одну ночь. Каждый разряд — сотни миллионов вольт. Высота — до 5 километров. Зона активности — несколько тысяч квадратных километров. Самый мощный генератор атмосферного электричества на планете. И он не выключается. Физика объясняет механизм. Горячий влажный воздух Карибского моря, холодные массы с Анд и испарение заболоченной дельты — идеальные условия для непрерывной грозы. Но в 2010 году молнии внезапно прекратились на несколько месяцев, без каких-либо изменений климата в регионе. Потом также внезапно вернулись. Ученые говорят о возможной засухе, изменении испарений. Местные говорят другое. Кататумбо предупреждала. Пятерку лидеров открывает скала Тролтунга, Норвегия. Выступ породы торчит горизонтально над фьордом. Высота 700 метров, ширина около 3 метров. Длина 10 метров за пределами скалы, без какой-либо опоры снизу. Тысячи туристов каждый год свешивают ноги в пропасть и фотографируются. Инстаграм-картинка мечты. Добраться туда. 10 километров в одну сторону. 800 метров набора высоты. От 4 до 6 часов пути. В хорошую погоду – умеренный маршрут. В плохую – убийца. Норвежские горы формируют свой микроклимат. Солнечное утро может обернуться метелью к полудню. В 2015 году группа из 7 туристов вышла при плюс 12. К 3 часам было минус 8 и ледяной дождь. 4 получили переохлаждение. В 2017 году на спуске погибла туристка из Австралии. Подскользнулась на мокром камне в 100 метрах от выступа. В 2016 году власти ввели обязательную регистрацию на маршруте. Спасательные операции каждый год. Когда стоишь на краю, под тобой 700 метров воздуха и темная вода. Ощущение бессмертия – самое опасное чувство в этом месте. 4-ю строчку занимает дельта Окаванга, Ботсвана. Безбрежные болота, заросли папируса, слоны в воде, закат над горизонтом. Крупнейший внутренний дельтовый регион мира. 15 тысяч квадратных километров. Туристы платят десятки тысяч долларов, чтобы попасть сюда на сафари. Несколько человек в год здесь погибают. Не от хищников, а от воды. Каналы дельты меняются каждый сезон. То, что 3 месяца назад было мелководьем, сегодня 4-метровый канал с течением. Земля, выглядящая твердой, оказывается слоем водной растительности над глубиной. Местные гиды называют такие участки зеленой ловушкой. Человек делает шаг и уходит под воду вместе с поверхностью. Главная угроза здесь – не крокодилы и не львы. Бегемоты убивают в Африке больше людей, чем любой другой крупный зверь. По данным местных медицинских служб, от 500 до 3000 человек в год. В дельте Окаванга они практически невидимы. Животное массой 3 тонны может часами лежать под водой, выставив ноздри над поверхностью. Лодки переворачиваются внезапно, без крика. Туристические компании знают, буклеты написаны другими словами. Бронзу нашего рейтинга, 3-е место, получает залив Какаду, Австралия. Прозрачная вода, мангровые заросли, розовые закаты, тропические птицы. Кажется, будто сошедшее с открытки место. На самом деле это природный биом, где смерть поджидает с нескольких сторон одновременно. Морские крокодилы, Крокодилус поросус, самые крупные рептилии планеты. Длина до 7 метров, вес до 1000 килограммов. В отличие от нильских, морские не ждут у берега. Они патрулируют открытую воду на большом расстоянии от берега. Разгоняются до 24 километров в час. Охотятся круглосуточно. В Какаду их популяция одна из самых плотных на континенте. Медузы и руканджи. Около 2 сантиметров в диаметре, практически невидимые. Яд в 100 раз сильнее кобры. Укус вызывает синдром Ируканджи, нарастающая боль в мышцах, резкий скачок давления, уверенность в неминуемой смерти. Нефигуральная, пациенты впадают в ступор, абсолютно убежденные, что умирают. Часть из них оказывается права.
Медузы появляются здесь с октября по май, в туристический сезон. Соленые болота на стыке пресной воды рек и морского прилива меняют дно каждые несколько часов. Топкие участки не маркированы. В 2021 году здесь погиб турист из Германии, отошедший от группы на 200 метров. 3 угрозы, одно место. Второе место, серебро нашего топа, достается озеру Ниос, Камерун. Ночь с 21 на 22 августа 1986 года. Деревня Ниос, Западный Камерун. Люди спят. Никакого землетрясения, никакого урагана. Небо ясное. Обычная африканская ночь. А потом озеро выдыхает. Из 39-метровой глубины кратерного озера за несколько секунд вырывается колонна воды и газа. Высота выброса около 100 метров. Тонны углекислого газа, накопленного в глубинных слоях воды, оказываются в атмосфере мгновенно. СО2 тяжелее воздуха. Он не рассеивается, а стекает вниз по склонам, как невидимая жидкость. Со скоростью 70 км в час газовое облако накрывает долину в радиусе 25 километров. Люди умирают во сне. Животные падают там, где стоят. К утру деревни Ниос, Ча, Субум и несколько соседних мертвы. 1732 человека, 3500 голов скота, птицы, собаки, козы. Выжившие, обнаруженные позже, рассказывали, что почувствовали запах серы, потеряли сознание и проснулись среди мертвых. Явление называется лимническим извержением. Кратерные озера над вулканическими районами насыщены растворенным СО2, который поступает из земли снизу. При изменении давления, небольшом землетрясении или оползне этот газ высвобождается мгновенно, как открытая бутылка газировки. Ниос содержал около 300 миллионов кубометров СО2. Выпустил их за несколько минут. После трагедии на озере установили систему дегазации, трубы, по которым газ медленно выводится на поверхность. Система работает, но запасы СО2 в Ниос, по данным вулканологов, восстановились примерно до 60% от уровня 1986 года. Если система выйдет из строя, или если подземный толчок окажется чуть сильнее обычного, озеро выдохнет снова. Рядом с берегами восстанавливаются деревни, люди возвращаются, земля там хорошая. И, наконец, абсолютный лидер. Первое место. Вулкан Килауэа, большой остров Гавайи. Не самый смертоносный по числу жертв за один раз. Зато убивает постоянно, непредсказуемо и изобретательно. И при этом остается одной из главных туристических достопримечательностей. США. Килауэа извергается практически без остановки с 1983 года. 40 с лишним лет. Самый длительный задокументированный эпизод вулканической активности на Земле. Лавовые потоки уничтожили более 200 жилых домов, поглотили дороги, изменили береговую линию острова. Гавайский национальный парк вулканов принимает около 1 миллиона туристов в год. Лава движется медленно, от 3 до 15 метров в час. Уйти от нее пешком нетрудно. Убивает другое. Лазия. Когда лава при 1100 градусах входит в океан, она испаряет воду и рождает облако соляной кислоты и частиц вулканического стекла. Вдохнуть, как вдохнуть смесь кислоты и иголок. В мае 2018 года Лази ранила 23 человека на экскурсионной лодке в 700 метрах от берега. ВОК – вулканический смог, который Килауэа производит непрерывно. Диоксид серы, водяной пар, аэрозоли. Висит над островом постоянно. При смене ветра концентрация СО2 в жилых районах мгновенно достигает опасных уровней. Дети, пожилые, астматики госпитализируются каждый сезон. Лавовые трубки. Под застывшей поверхностью сеть полых тоннелей с текущей лавой внутри. Поверхность выглядит твердой, держит вес человека. Иногда. В 2018 году лавовые потоки залили жилой район Лейлани Эстейтс. Больше 2000 жителей эвакуировали. 700 домов исчезло под лавой. Ущерб около 800 миллионов долларов. Люди, потерявшие дома, возвращаются. Строить на тех же участках. Земля недорогая. Вид из окна потрясающий. Под полом на глубине нескольких метров продолжает течь огонь.
13 мест. 13 способов, которыми планета убивает без предупреждения. Залив с крокодилами и невидимыми медузами. Скала над пропастью, где погода меняется за 20 минут. Озеро, убившее 1700 человек за одну ночь. Вулкан, работающий 40 лет без остановки, пока рядом стоят жилые дома. Что это говорит о нас? Мы знаем об этих местах, ставим таблички, строим системы дегазации, устанавливаем маяки. И все равно возвращаемся. Строим дома у подножия вулканов, потому что земля плодородная. Идем на Тролтунгу в сентябре без запасной куртки, потому что утром светило солнце. Плывем к лаве на лодке, потому что это красиво. Может, главная ловушка не природа. Может, главная ловушка — это наша неспособность верить в опасность, которую не видим прямо сейчас. Напишите в комментариях, какое из мест удивило больше всего. Если было интересно, ставьте лайк. Это помогает каналу добираться до новых зрителей. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Там будет еще один список мест, куда лучше не ехать. Если только не хочется проверить теорию на себе.